Привет! В мире, где мы гоняемся за битами, есть технология, которая использует всего один бит против всех правил и обещает аналоговую теплоту. Это DSD. И это не просто технология, это загадка. Сегодня мы начинаем наше расследование. DSD – гениальное изобретение или маркетинговый трюк? Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! Итак, DSD – Direct String Digital. Звучит солидно. Но когда я слышу однобитное кодирование, мой мозг отказывается понимать. Мы же знаем, чем больше бит, тем лучше звук. Разве нет? Именно этот стереотип и решили сломать Sony и Philips в 1999 году. Они смотрели на стандартный PCM, который живет на наших CD, Wave и FLAC файлах, и сказали: мы можем сделать лучше. Мы можем подойти к цифровому звуку с совершенно другой стороны. Полагаю, они хотели создать цифровой поток, переходящий на следующую ступень вверх по качеству. Улучшить звук уже популярного CD-аудио. То есть это был настоящий прорыв. Попытка принести меломанам что-то лучше PCM, ухудшив при этом разрешение аудио. Ухудшив? Но нет. Представьте себе, вместо того, чтобы 1000 раз в секунду измерять точную высоту звуковой волны, как делает PCM, DSD-модулятор не измеряет высоту волны. Он с безумной скоростью отмечает ее изменения. Ставит единичку, когда волна превышает предыдущий уровень, и нолик, когда не превышает. А что такое DSD-модулятор? DSD-модулятор — это устройство или алгоритм, превращающий аналоговый или цифровой мультибитный PCM-сигнал в однобитный сигнал сигма-дельта-модуляции, или DSD-сигнал. Принцип действия в обоих случаях похожий. Точно так же и обратный процесс. ЦАП делает аналоговый сигнал из DSD, а программа аудиоконвертера превращает DSD в PCM. Все это также основано на одном и том же принципе – фильтрации. Оставайтесь с нами и дальше. Мы рассмотрим это все подробнее, и оно станет понятнее. Подожди, давай вернемся к кодированию в DSD. Так просто запоминаем вверх или вниз? Как из этого вообще может получиться музыка, а не просто шум? А вот тут и начинается магия. Скорость измерения изменений волны, частота дискретизации, измеряется не в тысячах, а в миллионах раз в секунду. Мегагерцы. Стандартный DSD-64 работает на частоте 2.8 МГц. Это в 64 раза быстрее, чем у обычного аудио-CD. С первым приближением это невероятная скорость и позволяет из простейших «да», «нет» воссоздать сложнейшую музыкальную картину. Все технические нюансы и детальные схемы по DSD мы разобрали в статьях на нашем сайте. Ссылка в описании, если захотите углубиться в тему. Тут можно запутаться. DSD, сигма-дельта-модуляция. Что это все такое? Давай разъясним. Все очень просто. Официально DSD или Direct Stream Digital – это торговые марки, обозначение технологий. Сама технология DSD основана на одном из типов сигма-дельта-модуляции или SDM. Последняя является уже научным термином. Это вид представления аналогового сигнала в цифре. В аудиофильском жаргоне DSD действительно является синонимом одинбитной сигма-дельта-модуляции. Но даже мультибитную сигма-дельта-модуляцию иногда называют мультибитной DSD. А также, если частоты дискретизации основаны на 48 кГц, а не на 44,1. Но не всякая сигма-дельта-модуляция DSD. Эта модуляция не ограничена битами и определенными мегагерцами, например, используемые в ЦАП. Об этом мы говорили в ролике, ссылку на который вы найдете в описании. А PCM или Pulse Code Modulation
Это альтернативный метод представления аналогового сигнала в цифре. Теперь, наконец, все стало на свои места. Кстати, если вам интересны глубинные секреты аудиотехнологий, обязательно посмотрите наш плейлист в описании к этому видео. Хорошо, скорость впечатляет, но ведь при таком грубом однобитном кодировании должен возникать просто чудовищный уровень шума. И где он? Он есть. И он правда огромен. Всего 2 уровня сигнала – 0 и 1. Огромные ошибки квантования. Физику не обманешь. Но DSD использует гениальный трюк под названием Noise Shaping – формирование шума. Представьте, что весь этот шум – это мусор в комнате. Он равномерно разбросан по полу и закрывает весь пол и даже стулья, нашу музыку. Так получилось, что мы не можем его выбросить из этой комнаты. Тогда мы берем и сдуваем мощным вентилятором весь мусор в один дальний угол, куда мы никогда не заглядываем. А в нашем случае дальний угол — это что? Это ультразвуковой диапазон. Технология буквально выталкивает всю энергию шумоквантования далеко за пределы 20 кГц, туда, где наше ухо его физически не способно воспринять. И в итоге в слышимой нами зоне остается кристальная чистота. Этот фантастический трюк – гениальная манипуляция с особенностями нашего слуха. Но мы не останавливаемся на этом. Да, аудиоаппаратура далеко не всегда сильна в воспроизведении ультразвука. В основном она не воспроизводит ультразвуковой шум. Но мы все-таки перед тем, как позвать гостей, уничтожаем этот мусор специальной машинкой. То есть для безопасности при прослушивании DSD мы удаляем этот шум с помощью специальных фильтров в цифроаналоговом преобразователе – ЦАП. Однако есть нюанс – интермодуляционные искажения. И если не отфильтровать ультразвук, то он может стать слышимым из-за этих искажений. Ролик с объяснением интермодуляции найдите в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. Подпишитесь на него, чтобы не пропустить наши ответы на вопросы об аудио. Хитро, очень хитро. Так где же обитает этот элитарный формат? Наверное, не в каждом плеере его найдешь. Исторически, да, это диски SACD, Super Audio CD, которые требовали специальных, дорогих проигрывателей. Сегодня все проще. Это популярные среди меломанов файлы с расширением DSF или DFF. Но и тут есть нюанс. Чтобы услышать DSD во всей красе, вам нужен ЦАП, цифровой аналоговый преобразователь, который имеет нативную поддержку DSD. Без этого вся магия может потеряться. Ну и, конечно, нужен плеер. Ссылку на список плееров найдете в описании к этому видео. А также в описании найдете видео «Как играть DSD с помощью Fubar 2000». Но если можно так гениально выталкивать шум, можно ли его убрать совсем из слышимой области? Сделать звук абсолютно идеальным, 0 шума? Вот здесь мы и подходим к самому интересному. К темной стороне, в кавычках, DSD. Этот процесс формирования шума основан на обратной связи. А любая система с обратной связью – это потенциальный фактор нестабильности. Что значит нестабильности? Представьте, что вы слишком сильно раскручиваете этот вентилятор, который сдувает шум. В какой-то момент система может пойти в разнос. Цифровой поток Direct Stream Digital создается сигма-дельта-модулятором из аналогового электрического или PCM аудиосигнала. Это устройство или алгоритм соответственно, но работают они по одинаковым принципам. При высоком уровне громкости музыки модулятор может сорваться, и на выходе вы получите либо мертвую тишину, либо оглушительный свист прямо в ваших дорогих колонках. Это реальная проблема. Ничего себе! То есть за невероятную частоту приходится платить риском получить вот такое? И как студии с этим борются? В большинстве случаев идут на компромисс.
Они просто искусственно занижают общий уровень записи в DSD на 6 дБ по сравнению с PCM. Это создает запас прочности, но по сути может не использовать весь потенциал ЦАП полностью, зависит от ЦАП. Ну и занижение уровня несколько ухудшает соотношение сигнал-шум для тихих сигналов. Значит, идеальный звук снова ускользает. Есть какой-то изъян в самой основе. Скажем так, есть вызов, который требует нетривиальных инженерных решений. Интересно, что существуют продвинутые алгоритмы, которые научились бороться с этой нестабильностью. Например, в нашем профессиональном конвертере AUI конвертер используется технология Alpha-S, позволяющая избегать срыва модулятора без такого серьезного занижения уровня. Мы выяснили, что DSD — это гениальный, но непростой формат. И его главный секрет ждет нас в следующей серии. Подпишитесь на наш канал и включите колокольчик. А прямо сейчас вы можете провести собственный эксперимент. Возьмите ваш любимый трек в формате FLAC, WAV, конвертируйте его в DSD. Например, с помощью программы AUI Converter. Потом послушайте и сравните звучание с оригиналом на вашем ЦАП. Сделайте свои выводы. Инструкцию, как конвертировать FLAC или WAV в DSD, можете прочесть по ссылке в описании к этому видео. Привет! В первой серии мы выяснили, что DSD — это гениальный, но особенный формат. А сегодня мы раскроем его главный секрет, который заставит вас по-новому взглянуть на вечный спор DSD против PCM. Да, и чтобы не пропустить ни одной детали, обязательно досмотрите до конца. А пока, чтобы потом не забыть, поставьте лайк и подпишитесь. А теперь поехали! Итак, мы остановились на том, что во избежание срыва модулятора инженеры вынуждены занижать уровень DSD-записей на 6 дБ. Это компромисс, который кратет у нас динамический диапазон, а также ухудшает соотношение сигнал-шум для тихих музыкальных фрагментов. И ты упомянула, что есть программные решения этой проблемы. Верно. Это и есть достижение инженерной мысли. Например, разработчик AUI-конвертер Юрий Корзунов посвятил больше 15 лет созданию собственных алгоритмов. Его технология Alpha-S имеет встроенные механизмы защиты, которые позволяют модулятору хорошо выдерживать высокие уровни сигнала. В итоге максимальный уровень можно установить не на минус 6 дБ, а всего на минус 0,4 дБ. Что это дает на практике? Это позволяет использовать динамический диапазон ЦАПа намного эффективнее, с меньшим риском срыва. Более того, в программе можно гибко управлять этим уровнем и ослаблять и даже усиливать сигнал, хотя последнее нужно делать с осторожностью. Но главное, есть инструмент, который реально помогает решить эту фундаментальную проблему. То есть сорвать стабильность AUI-конвертер невозможно? Ну, почему? Если очень постараться, то можно. Но, повторюсь, нужно специально и очень серьезно постараться. А рост частоты дискретизации DSD 128, 256 и выше влияет на стабильность модулятора? Совершенно верно. С ростом частоты дискретизации DSD 128, 256 и выше пространство для выталкивания шума становится больше. Фильтр в цепи обратной связи DSD-модулятора можно сделать более пологим, и стабильность вырастет. На спектре сигнала DSD это выглядит как более пологий рост шумового горба в ультразвуковой области. При воспроизведении DSD шумовой горб разной крутизны как-то влияет на стабильность ЦАП? Нет, о стабильности ЦАП можем не беспокоиться при любой форме нойз-шейпинга. Так вот, при более узкой общей полосе частот DSD
Есть сложности обеспечения баланса между стабильностью и уровнем шума в слышимом человеку диапазоне частот. Поэтому DSD-64 и считается самым сложным форматом из-за самой узкой общей полосы. Более высокие частоты дают инженерам больше свободы. Не гарантируют, но позволяют добиться лучших результатов. Как говорит Юрий Корзунов, в программе AUI Converter апсэмплин DSD-64 до DSD-128 или, положим, DSD-512 пересобирает сигнал с noise-шейпингом от Audio File Inventory. Это может улучшить звучание аудиофайла на вашем ЦАП из-за перераспределения технологического шума DSD. Хорошо, с проблемой стабильности разобрались. Но ты обещала какой-то еще более важный секрет. Я заинтригован. А теперь главный удар под дых всем адептам чистого DSD. Что делают в студии, когда нужно не просто записать звук, а отредактировать его? Подправить громкость, применить эквалайзер, добавить реверберацию. Ну, редактируют? Это же цифровой файл. А вот и нет. В этом и заключается парадокс. Производить сколь-нибудь серьезную математическую обработку над 1-битным потоком DSD невозможно. Подожди, я не понимаю. Как же тогда делают мастеринг DSD-альбомов? А вот как. Запомните этот момент. Чтобы сделать с DSD хоть что-то, подрезать тишину, изменить громкость, да просто чихнуть в его сторону, студии делают немыслимое. Они конвертируют его в обычный PCM. Да, вы не ослышались. Весь этот чистый однобитный поток для любой правки превращают в его злейшего врага. Врага, конечно же, в кавычках. Обычно это PCM, в научном определении, имеющий сверхвысокого разрешения. Его красиво назвали DXD – Digital Extreme Definition. Как правило, имеет разрешение 24 или 32 бита, 352,8 кГц. Это такой аудиоформат от Philips и Merging Technologies. Поэтому некоторые и считают, что любая попытка изменить DSD разрушает что-то там в нем. Да, но заранее скажу, что такое мнение, мягко говоря, не совсем обоснованное. То есть, чтобы отредактировать идеальный DSD, его превращают его же конкуренты PCM, делают всю работу там, а потом конвертируют обратно в DSD. Это же двойное преобразование. Именно. Вся чистота, в кавычках, вся прямая связь с аналогом, опять же в кавычках, о которой так много говорят, в этот момент испаряется. DSD-записи, прошедшие студийную обработку, на самом деле являются результатом такой вот круговой поруки. И это главная причина, почему споры DSD vs PCM часто бессмысленны. Они два брата, они враги. Но ты сказала, что деструктивность редактирования как минимум преувеличена. Именно так. Тема редактирования DSD достойна отдельного ролика. Здесь мы только кратко упомянем, что весь путь DSD-записи от микрофона через студию до динамика в твоей комнате усеян различными обработками. Для редактирования конвертированного в DXD сигнала используются эффекты, которые сами по себе вносят искажения. И не факт, что они меньше, чем искажения при конвертации в DXD, в скобках PCM, и обратно. И не забудем фильтры в аппаратуре, работающие в реальном времени. Если вы видите в магазине несколько разрешений DSD, они записывались в несколько дублей, это действительно разные записи? Или они сделаны параллельно на разные аудиоинтерфейсы? Кто нам ответит? Просто для конвертации DSD в PCM и обратно нужно использовать программы с минимальными искажениями. И потери здесь не больше, чем при качественном ресэмплинге. Для качественных инструментов эти потери ничтожны, и о них можно не беспокоиться. Также следует иметь в виду, что запись в DXD-формате может содержать технологический шум DSD, и из-за интермодуляций этот шум может стать слышным. ЦАП для таких записей
должен иметь дополнительную фильтрацию. Можно от этого шума избавиться. Например, если переконвертировать файл с таким содержимым с помощью программы конвертера аудиофайлов AUI Converter в одном из оптимизированных режимов ресэмплинга – обычном или G5. Последний медленнее, но рекомендован для студийной работы. Посмотрите ролик, как это делается и как звучит по ссылке в описании к этому видео. Это, конечно, меняет все. Тогда в чем вообще смысл DSD, если для работы с ним все равно нужен PCM? Смысл есть, но он тоньше. DSD — это великолепный формат для финального хранения и доставки музыки до слушателя. Но сам творческий процесс — сведение, мастеринг — в мире цифровых технологий неразрывно связан с возможностями PCM. Иногда, конечно, делают и распространяют DSD-записи безо всякой обработки, а также и традиционные PCM. Есть такие предложения на рынке. Значит, итоговое качество зависит не от шильдика DSD на файле, а от того, как они были записаны и как были сделаны все эти преобразования. Именно. Качество DSD-модулятора, качество конвертации в DXD или PCM, если придираться, и обратно, качество исходной записи – вот что решает. Если конвертация из PCM в DSD, например, из вашего FLAC-архива, выполнена на компьютере с использованием профессиональных алгоритмов, таких как в том же AUI Converter, результат будет отличный с ничтожными потерями, о которых можно просто забыть, зато вы раскроете возможности своего ЦАПа. А что насчет аппаратной обработки на железе? Некоторые считают, что аппаратная обработка обладает некой магией, которая делает ее лучше программной. То спешу вас разочаровать, друзья. У компьютера просто больше ресурсов для сложных и точных вычислений и самых навороченных алгоритмов, чем в музыкальных устройствах, которые рассчитаны скорее на компактные, порой мобильные, специализированные решения. Если вернуться к AUI Converter, а внутри него тоже идет преобразование в PCM? Перед редактированием, изменением уровня, ресэмплингом и прочим, AUI Converter преобразует DSD в мультибитное представление. Оно такое, что можно восстановить без потерь исходный DSD-сигнал из этого внутреннего мультибитного сигнала. До любых обработок, конечно. Пользователь имеет выбор, какую полосу исходного сигнала он хочет сохранить, до примерно 100 кГц. Выбор происходит за счет переключения фильтров ресэмплинга. Но мы рекомендуем оптимизированный или оптимизированный G5. После обработок AUI Converter пересобирает DSD-сигнал с собственным noise-шейпингом. Но, конечно, то, как был сделан исходный файл, тоже влияет на результат, особенно в неоптимизированных режимах ресэмплинга. Итак, главный вывод. Не гонитесь за форматом. Только качество конкретной записи и оборудования делают звук звуком с большой буквы. И DSD, и PCM могут звучать божественно, если с ними работали профессионалы. Абсолютно. Поэтому слушайте своими ушами и экспериментируйте. Возьмите ваш любимый трек, конвертируйте его из DSD в PCM или наоборот. Поменяйте его разрешение, сравните звук с оригиналом, и вы сможете оценить разницу сами. Например, это можно сделать с помощью AUI Converter. Подробнее смотрите по ссылке в описании к этому видео. Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Они помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал. И если было интересно, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречным.